Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами декорируем елочный шар. Сегодня я буду использовать новую филигрань и покажу, конечно, все размеры и как все сделать. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня продолжаю декорировать елочные шары. Как обрабатывать заготовку бархатом и декорировать стразовой цепочкой, также как делать верх, все это есть на канале. Ссылки на видео я оставлю. И сегодня я буду декорировать именно этот шар и буду использовать новую филигрань. У меня здесь два варианта. Сначала я думала вот эту филигрань использовать, но в конце концов решила вот эту использовать. И размер филиграни у меня получается 6 сантиметров на 4 сантиметра. И многие задавали вопрос насчет вот этой ленточки, где покупала. Как-то давно-давно купила, просто попалась в магазине лент и долго лежала, ждала своего часа. Она немного такая металлизированная и держит форму. Очень сюда подходит. И я беру небольшой вот такой отрезок, чтобы затем украсить бантик. И пока у меня пистолет нагревается, чтобы приклеить бантик, сейчас покажу, как я одеваю ниточку в иголку бисерную. Она такая вот узкая, что нитка иногда просто не пролезает. И приходится несколько раз, там 15-20 раз туда как-то попасть. Для этого я использую вот такую леску тонкую. Леску намного легче продеть через вот это ушко. И вот я беру... Так, вот бы попасть, ничего не видно. Вот, один раз попала. И сейчас продеваю ее обратно. Есть такие иглоодевалки железные, но они тоже крупные, как бы сюда они тоже в это ушко не пролезают. И вот сейчас одену назад. Так, боковинкой повернула. Так, сейчас одену в одну сторону и возвращаюсь назад. Ну вот, я одела, так показываю на красном, надеюсь, видно. И у меня получилась тут такая петелька. Теперь я беру нитку, просто вот одеваю через эту петельку и протаскиваю. Вот, и все. Нитка у меня одета. И пистолет у меня нагрелся. Сейчас приклею бантик. И вот вы видите, бантик я приклеиваю, где у меня идет стыковка двух цепочек. Я на это всегда стараюсь обращать внимание, говорить, что у нас стыковка происходит, где у нас будет приклеен бантик. И подклеиваю бантик сверху вниз и вот так прижимаю, чтобы боковинки, вот эти нижние части бантика приклеились к заготовке. И даю закрепиться. Если у кого-то есть какие-то варианты еще, как одеть нитку в узкое ушко, поделитесь, очень интересно. Это очень актуально и не всегда получается быстро одеть. И если вам кажется, что вот эти вот края не совсем лежат как надо, мы можем их чуть-чуть подклеить. Я вот так отгибаю, наношу вот сюда чуть-чуть клея и укладываю, как мне нравится, вот чтобы все это смотрело вниз. Также я показывала, как делать на шаблоне, как укладывать ленту, чтобы у нас вот эти края смотрели вниз, а не в бок. Но немножко их можем подкорректировать. Теперь я беру ленту свою золотую и укладываю вот такой петелькой. Зажимаю пинцетом и примеряю, чтобы, вот видите, слишком торчит, не очень красиво, поэтому я чуть-чуть затягиваю и снова примеряю. Ну, еще чуть-чуть надо. Вот, по-моему, в таком положении, да, вот меня такое положение вполне устраивает. И капелькой маленькой просто закреплю. Теперь уже готовую ленточку я примеряю, смотрю, как мне больше нравится. Вот так, чуть-чуть выше самого бантика меня вполне устраивает. И наношу клей и подклеиваю. И даю закрепиться. И всегда чистим игрушки перед тем, как приклеить или пришить филигрань. Многие мне говорят, что они грязные. По окончании работы, конечно же, я все чищу
и все чистое. Я использую вот такой ролик, очень липкий. Бывают такие, что еле-еле хватает. Вот именно этот просто шикарный. Так что все обязательно чистим. Я беру филигрань. Многие спрашивают, как ее согнуть. Филигрань у нас не сгибается вот так со всех сторон. Ее можно согнуть или в таком направлении, или в таком направлении. И вот здесь сейчас я буду примерять. Вот эту нижнюю часть я подгибаю. Всегда стараемся, чтобы вот этот угол у нас не торчал, а именно плотно прилегал к игрушке. Вот я еще чуть-чуть и подставляю пальчик. Не просто сгибаю, иначе у вас просто она согнется под углом. А вот вы видите, чтобы получилось вот такое круглое. Меня часто спрашивают, как я все подгибаю. На один пальчик укладываем, другим подгибаем. И лучше подогнуть так, чтобы филигрань немножко как бы с усилием вот так нажималась, чтобы она плотно прилегала. И теперь мне надо вот эту верхнюю часть в другую сторону выгнуть, чтобы она у меня вот здесь вот так хорошо ложилась. То, что у вас вот эти края не прилегают, ничего страшного. Главное, чтобы у нас все вот здесь прилегало и ничего вот не цеплялся вот этот край. И вот в таком положении меня вполне устраивает, как филигрань лежит. Филигрань я и приклеиваю, и пришиваю. Приклеиваю или горячим клеем, или универсальным клеем. Буду приклеивать вот здесь, чтобы мне клей не мешал для того, чтобы пришить. Поэтому я нанесу сейчас вот сюда клей. Потом можно будет клей добавить. И укладываю филигрань. Вот так все ровненько. И даю закрепиться. В данном случае я не так много ее приклеила, я просто ее закрепила, чтобы мне было удобнее шить. И теперь беру иголочку, подсовываю вот так под низ, чтобы спрятать узелок, и ниткой пришью. Наверное, все видят, что я шью белыми нитками. Нет у меня красных сейчас, где-то были, но где не знаю где. Так, и стараюсь, чтобы нитка у меня не выходила за пределы филиграни, чтобы ее не было видно. При декоре, конечно же, я ее спрячу, и ничего видно не будет. И вот так все затягиваю. Пришивать буду в нескольких местах. Вот здесь и вот здесь. Теперь снова увожу иголочку под филигранью и выхожу вот снова вот здесь. Так, стараемся ничего не зацепить. Здесь все цепляется, и стразовая цепочка, и ленты. Стараемся все делать аккуратно. Так, вот с этой стороны. Конечно, у вас не получится сразу сюда выйти. Тогда мы просто вот вытаскиваем иголку. Через ткань сейчас не проходим. Я уже много раз показывала, как пришить филигрань, но еще раз покажу. И вот теперь уже под низ снова можем вот здесь вот выйти снова иголочкой. Вот видите, снова все цепляется. Надо быть очень аккуратным, так, чтобы все это дело... Вот, верхнюю часть я пришила. Теперь этой же иголкой прохожу я вниз. Так, если не выходит сразу, выйти вот сюда. Сейчас я посмотрю, где у меня. Или вот так делаем. Выходим иголочкой. И теперь вот отсюда, из-под низу, вот здесь. И выходим вот сюда, вот сюда. Вот. Нам главное все закрепить. Вот. И теперь повторяем ту же операцию. Вот я просто прохожу через филигрань, а теперь уже закрепляю через ткань. Закрепила, снова вот выхожу сюда. И вот таким образом мы с вами пришьем филигрань. Многие просто приклеивают. У меня был опыт, что брошка отвалилась у клиентки. Возможно, это из-за перепада температур, так как было приклеено на горячий клей. С тех пор я все время пришиваю. Ну и продолжаем несколько раз. Затем я увожу вот так нитку наверх. Так, сейчас вот здесь у меня немножко зацепилась. Вот, вот все. Увожу наверх,
И в любом месте можно выйти. Несколько раз прохожу туда-сюда. И можно будет ниточку отрезать. Затем у нас еще там столько клея будет, что все приклеится. Так. Я использую вот такую длинную иголку. С ней очень трудно, очень легко орудовать, так скажем. И теперь из-под низу вот я там все это обрезаю. Все, филигрань у нас пришита. И, конечно, подрезаем края бантиков. Вот так под углом. И все обрабатываем огнем. И теперь можно вот эти бантики, вот эти ленточки, чуть-чуть покороче. Вот. Для работы я буду использовать стразы. Вот такие маленькие 9 на 6 миллиметров. 18 на 9 миллиметров, 11 на 6 и вот такую стразину, она у меня в цапе, можно снять, можно оставить 17 на 9. И также буду использовать стразовую цепочку, она у меня 2,5 миллиметра. И сразу подготовлю окантовку для вот этой большой стразины. Вот, я беру вот так, обвиваю вокруг и обрезаю. Одна сторона у нас должна быть больше, чем вторая. Так, что-то у меня не отрезалось. Сейчас еще раз. Не всегда бывает, что все отрезается. Сегодня какой-то день у меня. Или я не выспалась, или что, немножко руки дрожат. Обычно у меня все сразу отрезается. Буду приклеивать на клей уху, универсальный клей. Можно использовать момент, кристалл. И наношу достаточно много. И даю клею немного загустеть, закрепиться. И теперь я укладываю камень не на самый верх, а вот оставляю немного расстояния, чтобы приклеить стразовую цепочку. И теперь беру клей. Тот же клей, только он у меня в аппликаторе. И вот так наношу клей вокруг вот этой стразины в цапе. Сразу не приклеиваю, даю клею закрепиться. И теперь укладываю, как я уже говорила, один край чуть выше другого, чтобы у нас получилась именно капля. Вот все пододвигаю, чтобы все у меня склеилось. И, конечно, все вот эти края между собой все надо склеить обязательно. И все пододвигаем. Теперь я буду делать платформу для следующего страза. Вот я наношу достаточно много клея. И также даю ему закрепиться, чтобы клей немного загустел. И вот эта моя неровная поверхность на стразине, чтобы она просто ушла в клей. Если я сразу приклею, то она на какой-то из боков завалится. А так даю клею немного закрепиться. И я даже вот так пальчиком вот проверяю, и как будто там пленочка образовалась. И теперь я ее приклеиваю. Вот я просто укладываю ее. И вот она у меня ровно стоит, не заваливается ни на один из боков. Я очень часто показываю, как это делать. И даю закрепиться. И, конечно, нужно сделать бортики. Для этого я использую цепочку 2,5 миллиметра. И вот сначала с одной стороны наношу клей, с другой стороны. Конечно, надо дать немного больше времени закрепиться, но я вам все хочу показать быстрее, поэтому все тут у меня делается на ходу. И вот теперь вот так укладывается цепочка. С одной стороны и с другой стороны. Все пододвигаем, все выравниваем. Все края обязательно надо склеить. Вот я отодвигаю.
нанесла клей и все подклеиваю. Здесь я решила еще вот такие стразы использовать, размер 13×8. И приклею их вот сюда по бокам. Тоже делаем платформу, так как стразы крупные, неровные, поэтому вот делаем платформу. Клей немного загустеет, и мы их приклеим. И теперь аккуратненько укладываю стразы. Один и второй. И здесь у меня два варианта. Или просто приклеить вот такую стразину, или добавить белую и такую. Мне больше нравится, где вот белая, так как у меня сочетание белого и красного в других игрушках, поэтому сделаю именно так. Так, лишнее убираю. И теперь наношу клей и подклеиваю. Так, здесь у меня была белая. Стараюсь сделать это сразу с двух сторон. Вот так вот белую уложу. И с другой стороны, а красную наоборот. Или может быть даже и так. Сейчас посмотрим. В процессе работы всегда все меняется. Да что ж такое, все падает. Не примерить. Надо подточить карандаш. Вот сегодня какой-то день. Точно все у меня с рук падает. Вот, очень красиво. Именно так я и сделаю. Сейчас подточу карандаш. Карандаш время от времени высыхает, поэтому его лучше точить, обновлять. Ну, вот я подточила карандаш. Сейчас, надеюсь, ничего у меня не будет падать. Наношу клей и подклеиваю одну и вторую. Если что надо, там пододвигаем. Может быть, вот так, пока все у нас свежее, чтобы здесь у нас все было вплотную. И также вот сюда подклею такую же стразину каплевидную. Так, вот так лучше. И сейчас добавлю еще немного круглых белых страз. Вот сюда я добавлю покрупнее стразы. Это у меня будет 20 номер. Так как здесь у нас сверху крупный страз, поэтому 20 прямо сюда вписывается. Вот он. А чуть ниже я буду использовать 16 номер. Вот сюда. 20 немножко выбивается. Прежде чем приклеивать, всегда примеряйте, чтобы посмотреть. Бывает, что один камень туда прямо садится, как будто он там и должен быть. А бывает, какой-то примеряешь и никак. Ну вот, я закончила декор, и мне очень нравится полученный результат. Филигрань здесь прямо вписалась. И вот вы видите две заготовки вместе. А на сегодня все. Надеюсь, урок был полезен и вам понравился. Творческих успехов и до скорой встречи. В следующем уроке я буду декорировать шар, который разделен на 6 частей. Пока-пока.